Девчонки, всем привет! Сегодня в видео речь пойдет об обработке фотографий. И перед этим я хотела бы чуть-чуть поговорить с вами о том, что же нужно для того, чтобы сделать хорошие фотографии. Итак, первое – это, конечно же, ваш телефон. Телефон должен быть с хорошей камерой, у него должно быть достаточное количество мегапикселей, то есть если вы будете фотографировать на какой-то не очень хороший смартфон, конечно же, у вас качество фотографии потеряется. Можно использовать также фотоаппараты, но телефон сподручнее, потому что он у нас всегда при себе, поэтому я считаю, что для мастера маникюра хороший телефон – это не просто блажь какая-то, а необходимость. Следующее – это свет. Я всегда фотографирую либо вот под такой вот лампой Терциал из Икеи, либо вот под такой вот светодиодной лампой. Фотографии получаются разные. Если мы хотим показать глубину маникюра, блики, то тогда мы выберем вот такую лампу. Если мы хотим показать какую-то композиционную фотографию, то мы выберем такую лампу, потому что под ней ногти кажутся яркими, блестящими, очень красивыми. Следующее, что нам потребуется для фото, это, конечно же, фон. Раньше моим фоном была белая столешница моего стола, но теперь у меня здесь пылесос, поэтому я подкладываю обычный белый листочек бумаги, картона или, в общем, что у вас есть. Еще можно сделать импровизированный фотофон. Его можно сделать с помощью различных материалов. Первое – это распечатать, фотопечать, распечатать на большом листе бумаги или на более мелком. Второе, что я хочу сделать, это фотофон своими руками с помощью деревянных досок. Можно купить кирпичики для ремонта и также сделать такой фотофон. И еще у меня есть столешница, ее мне подарила моя клиентка, точнее я ее выпросила. Обычная столешница, которая осталась после ремонта кухни, и у нее очень интересная текстура. В общем, в моем инстаграме вы можете увидеть некоторые фотографии, сделанные на ней. Сегодня мы сделаем с вами фотографии моих именно ручек непосредственно, и потом их в телефоне обработаю. Покажу, какими программами пользуюсь, и оговорюсь заранее, все программы бесплатные, которыми я пользуюсь, проверенные лично мной, обрабатываю я в 2 или 3 программах. Обработка каждой фотографии занимает приблизительно где-то 4 минутки. Давайте начнем. Итак, вот наш телефон. Я заведомо выбираю режим квадрат, так как у нас в инстаграме все фотографии квадратные, поэтому, чтобы дополнительно потом не обрезать, лучше сразу сделать квадратный размер. Немного оговорюсь о том, что если вы хотите показать глубокий маникюр и кутикулу, то ваша лампа должна светить как бы с той стороны, чтобы от кутикулы падала тень. Тогда ваш маникюр кажется более глубоким и более чистым. Если вы лампу поднимаете вверх, тогда больше видно блик. Он становится таким маленьким и во весь ноготь. Любые погрешности при таком освещении будут заметны. Как положить руку? Нельзя делать, чтобы была большая ладонь, то есть пальцы должны быть сложены полностью, практически до середины большого пальца. Большой палец не должен ни торчать, ни быть вот так вот согнутым. Вот такие руки — это тоже некрасиво. То есть, если определиться, то правильное положение рук при маникюре – это: первое, скажите клиенту расслабить руку. Он ее расслабляет, сгибает, и пальчик вот этот прямой мы просто прижимаем к указательному пальцу. Далее мы следим, чтобы средний палец чуть-чуть выпирал, указательный и безымянный были примерно на одном уровне, ну а мизинчик, он самый непослушный у нас, поэтому как придется. Попробуем сделать фотографию, чтобы показать глубину маникюра. Для этого мы лампу максимально одеваем как бы на саму ручку. Не забываем про то, что вот это все вот эти складки не должны быть видны на фото, поэтому мы их закрываем пальчиками. Пальцы у меня, кстати, расслаблены. Как я подготовила ручки? Я выполнила процедуру маникюра и покрытия, промазала их маслом для кутикулы и потом сходила, помыла руки. Те фотографии, которые мы сейчас с вами сделаем, мы потом с вами в дальнейшем и будем обрабатывать. Можно взять какие-то аксессуары, у меня есть вот такой вот хлопочек, травка из Икеи и так далее. Если у клиента так рука не сгибается, вы можете прикрыть его морщинки с помощью хлопка. Теперь протираем камеру у телефона обязательно, выбираем режим квадрата и фотографируем. Следующий вариант фото – это вот под такими светодиодными лампами или светодиодными лентами. В принципе, такой светильник можно сделать и самим.
И еще к этому же относятся фотографии около зеркала визажиста. Такие фотографии, если честно, мне нравятся больше, потому что сейчас все эти блики, это уже профиль смотрится немного устаревшим. То есть сейчас в моде вот такие естественные фотографии. Очень ценятся фотографии, которые сделаны на улице. Поэтому сегодня мы будем всего скорее обрабатывать вот такую фотографию. Для этого мы опять складываем нашу ручку. Но так как я немного ограничена в своих движениях, конечно, можно еще и положить на столешницу, и на весу это сделать. Но мы с вами сегодня будем выполнять обычную ретушь фотографий. Фотографируем, выбираем нужный нам ракурс. Смотрите обязательно, чтобы ваша рука желательно шла из угла, чтобы не было ничего вот такого, или вот сбоку, чтобы она шла. И, кстати, лучше приближать экран, а не приближать телефон, потому что, видите, фотография становится размытой. А если вы приблизите телефоном, то такого не случится. Прикрываем наши морщинки, выкладываем нашу ручку и делаем фотографию. Можно взять наискосок обязательно. В общем, смотрите, чтобы композиционно фотография смотрелась более-менее прилично. Можно сделать еще вот таким вот способом. То есть взять что-то в руку, неважно, что это будет. Кто-то берет духи, кто-то берет что-то красивое и также сфотографировать. Мы с вами сделали несколько фотографий и сейчас будем их обрабатывать. Итак, переходим к обработке фото. Если вы посещали когда-нибудь мой инстаграм, то могли видеть, что каждое фото у меня находится вот в такой вот рамочке. Сегодня я тоже покажу, как сделать такую рамочку. Если вам это не нужно, если у вас инстаграм не в каком-то едином стиле или без рамочек, то вы просто пропускаете этот момент. В принципе, если вы будете создавать такую рамочку, то она должна быть на всех фотографиях. Плюс сегодня мы сделаем подпись, но немножечко отредактируем саму фотографию. Редактировать будем фото, которое мы делали. Кстати, прошло уже некоторое время, я уже переделала себе ноготочки, но это не важно. Сейчас я нахожусь в отпуске, у меня есть время заняться конкретно этим видео. У меня есть 4 приложения для обработки фотографий, пользуюсь я вот этими 3. Это Avatan, Snapseed и PicsArt. Расскажу каждое для чего. Так как мне нет надобности сильно редактировать, то есть зализывать кутикулу, она у меня и так хорошая, и после проделанной работы, то есть после маникюра, поэтому мы сегодня будем исправлять лишь некоторые дефекты. Мы заходим в программу сначала Avatan, нажимаем вот на такую кнопочку и выбираем нужную нам фотографию. Я специально ее подготовила заранее, вот наше фото. Итак, давайте посмотрим, что бы мы могли здесь изменить. Если приблизить, то я вижу вот здесь такую небольшую ранку. Первое, что я всегда делаю на каждой фотографии, это нажимаю автоисправление и смотрю, лучше стало фото или хуже. Бывает, что оно исправляет в нужное русло, бывает, что наоборот. Вот сейчас у меня фотография позеленела, мне не нравится, поэтому я отменяю это и возвращаю назад. Далее, здесь вы можете обрезать фотографию. Я всегда выбираю квадратный размер, то есть кадрирование. Где-то могу чуть-чуть подрезать, чтобы ногти выглядели ближе, где-то наоборот оставить в таком же виде. Здесь вы можете менять размеры, то есть сделать прямоугольным, 7×5 это как размер, например, YouTube и так далее. Но сегодня нам это не потребуется. Следующее, повернуть фотографию. Объясню для чего. В кнопке поворота я пользуюсь иногда вот этим ползуночком, то есть когда мне нужно немного поближе ногти, плюс немного развернуть. И еще я пользуюсь вот этой кнопкой. То есть бывает очень часто я фотографирую, например, только левую руку. И когда у вас в инстаграме, в ленте только левая рука, согласитесь, это не совсем красиво. Поэтому я иногда ее просто переворачиваю. То есть рука остается левая, но вы видите зеркальное изображение. Итак, дальше что мы посмотрим? Экспозиция. Здесь как раз таки экспозицией я пользуюсь. Здесь можно немножечко добавить света или наоборот немного затемнить фотографию. Можно придать ей тени или наоборот придать ей света. Или полностью затемнить или осветлить. Сегодня мы с вами будем использовать, мы добавим чуть-чуть тени, так как фотография очень светлая, руки у меня очень бледные на этой фотографии, поэтому я чуть-чуть затемню, видите, на 4%. Нажимаем галочку, что мы это сохраняем. Дальше цвета. Цвета здесь можете прибавлять, убавлять. В общем, как и в любом приложении, если полазить, здесь можно во всем разобраться. Полезное приложение, плюс оно бесплатное, что не может не радовать. После того, как мы пропустили рекламу, как раз таки мы приступаем к самой главной обработке. Расскажу как раз, что я делаю. Итак, первое, это мы берем удаление морщин. Скажу по секрету, этим я удаляю свои темные круги под глазами. Видите, здесь болячечка? Мы на нее точечно, обязательно точечно нажимаем. И она у нас светлеет, то есть теряет свою насыщенность. Честно скажу, сначала я хотела видео записывать как запись экрана, но в дальнейшем я поняла, что
пересмотрела кучу видео и никогда не видела, чтобы тыкали пальчиком, то есть показывали, где нужно нажимать. Еще видите, здесь у меня была огромная царапина, кожа здесь шелушилась, и мне было неприятно здесь работать фрезой, поэтому я ее оставила. Ее мы тоже можем немножко сгладить. Возить очень сильно не надо, иначе кожа потеряет свою структуру. Сейчас я вам покажу. То есть смотрите, например, мы опять выберем удаление морщин, приблизим. Что случается, когда человек, который плохо обрабатывает кутикулу, начинает вот так вот ее замыливать, выглаживать? Видите, что становится с контуром? Он становится размытым. Любой человек, более-менее понимающий, поймет, что эта фотография обработана, причем обработана некачественно. И еще удаление морщин я использую вот здесь. Видите, у меня здесь достаточно много морщинок, как раз-таки здесь нам и пригодится. Если точечно прорабатывать это очень долго для вас, тогда вы просто уменьшаете ее и один раз проводите. Все. Один раз. Также один раз я провожу, если клиент держит ручку вот так, у него здесь образуются складки, один раз я провожу по каждому пальчику могу, но не по кутикуле. Это нужно, чтобы клиент ваш приблизил, посмотрел, угу, чистый маникюр, валики чистые, все, работа выполнена качественно и хорошо. После того, как мы сгладили наши морщинки на сгибах, сгладили морщинки, убрали, то есть недочетики маленькие, такие точечные, мы приступаем к... Такая иконочка, как яркость глаз. Покажу я, что я им делаю. Я это делаю со всеми стразами, блестками и так далее. Главное не заходить за контуры, то есть кутикулы. Ну, можно еще пройтись по каждому ноготочку. Это делает просто цвет чуть ярче, чуть более насыщенная, броскость. То есть ногти наши в центре внимания, а не все, что находится на заднем плане. Опять сохраняем. Все, в принципе, здесь нам больше ничего не нужно. Я довольна результатом. И нажимаю кнопочку «Далее». И нажимаем кнопочку «Сохранить». Изображение сохранено. Окей. Дальше, смотрите, открываем программу Snapseed. Они у меня так и стоят по порядку. Посмотрите, в Snapseed есть последнее сохраненное изображение и последняя фотография, которую я делала в этом приложении. Мы выбираем фотографию нашу, да, которую мы сейчас редактируем. Заходим в инструменты. Так как сейчас у меня не белый фон, но я покажу вам, чтобы было более понятно, если фон будет белым, то вы выбираете выборочную коррекцию, ставите точку, у вас появляется буква R. Вы смотрите на расширение, то есть вот эту зону вы будете изменять и добавляете яркости. Если листок белый, то вы уберете все изъяны, то есть полностью добавите, хотя в принципе и так можно сделать, например, чуть-чуть посветлее нашу доску. Эту мы оставляем, например, мы можем добавить еще одну точку и опять немножечко высветлить. При этом рука у нас остается нетронутой. Если вы видите, что заходит на ручку, чуть-чуть сустик рук. И опять немного добавляем света. Далее я люблю подписывать свои фотографии именно в Snapseed. Здесь я выбираю режим текст. И здесь у нас появляется такое окошечко. Мы нажимаем 2 раза пальчиком. Здесь у нас появляется окно. Мы стираем лишнее и подписываем нашу фотографию. Можно писать с собакой спереди. Это мой ник в Instagram. Нажимаем ОК. Здесь мы можем выбрать цвет шрифта. Чаще всего я выбираю белый цвет. Выбираю вот такой L4. Уменьшаю его достаточно, чтобы его было видно, но в то же время он не брал на себя внимание. И немного убираю насыщенность, чтобы надпись была у нас прозрачная. То есть нам не нужна надпись, которая будет очень сильно видна. Это всего лишь для того, чтобы ваши работы не воровали, но и вообще иметь какое-то авторство. Нажимаем кнопочку «Экспорт» и «Экспортировать», создать копию. То есть у нас сохраняется и исходный вариант, и тот, который мы создали сейчас. И последнее, это нужно не всем, покажу поэтому быстренько. Заходим в программу PicsArt. Она у нас тоже бесплатная, здесь есть всякие платные функции, но я их никогда не подключаю, они мне не нужны. Нажимаем на плюсик, здесь есть наши фотографии, мы нажимаем «Все фото», и вот мой фон. Это мой фон, мы его выбираем как основное фото. И далее мы выбираем, видите, есть такая кнопочка «Добавить фото». Мы добавляем фото, самое-самое последнее, которое наше, которое мы уже подписали. И вот наша фотография появляется вот в таком вот размере. Я ее расширяю, я уже примерно знаю, какого размера должна быть рамочка. Для меня это достаточно, и фотография сама большая, и рамочку все-таки видно. Так, и сохранить. Просто сохранить фото на устройстве. И вот оно, наша фотография. С подписью, с рамочкой и более высветленные, более яркие блестки. В общем, надеюсь, что каждый извлечет из этого видео что-то для себя полезное. Я очень старалась. Хочу, чтобы мои видео и то, чем я с вами делюсь, было для вас чем-то полезным. Извиняюсь заранее за то, что здесь торчит штатив. Объясняю, почему это. Не хотела снимать видеоэкрана, так как не видно, где я шевелю пальцами, как это все делаю. В общем, девочки, большое спасибо, что вы мне пишете комментарии.
очень приятные. Я их всегда читаю, все до единого. Уже некоторых знаю, кто постоянно комментирует мои видео. Надеюсь, вам это поможет в вашей работе и сделает ваши работы более привлекательными. Ну а с вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!